Друзья, всем привет! Сейчас я вам расскажу несколько полезных советов, точнее 5 полезных советов для автолюбителей, автовладельцев. Так сказать, 5 лайфхаков. Погнали! Первый совет про аккумулятор. Как открутить пробки на аккумуляторе. Часто бывает такое, что вы пользуетесь отвертками, пытаетесь открутить, маленькая прокручивается, большая тоже невозможно открутить никак. И здесь сбиваете все грани, и в итоге вообще невозможно ничем открутить пробки на аккумуляторе. Маленький лайфхак, как это можно сделать. Отвертки нам не понадобятся, нам понадобится всего лишь монетка. И берем монеткой, она ложится сюда очень четко, никуда не денется, и откручиваем легким движением руки. Все, мы открутили. Также откручиваем следующую и также откручиваем все остальные пробки. Все откручивается очень элементарно. Таким же образом и закручиваем. Здесь на этих пробках как звездочка идет, на некоторых идет просто как крестик. Там тоже все подходит отлично, все откручивается и закручивается элементарно обычной монеткой. Если вам этот совет понравился, палец вверх. Че, ебанутый, что ли? Следующий совет, если у вас нет необходимого ключа, чтобы открутить какую-нибудь гайку, сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Например, здесь гайка у нас идет на 13, ключ у нас на 14 и на 17. Пытаемся открутить на 14, он не подходит. На 17, естественно, тоже большой. Как же это можно нам сделать? Как нам открутить гайку на 13 с помощью ключа на 14? Для этого нам поможет обычные монетки. Берем монетку, вставляем ключ, подставляем монетку. Вот таким образом это получается. И откручиваем. И у нас все откручивается. Поразительно. Следующее, например, если у вас ключ на 17, а гайка на 13, и вам нужно ее каким-то способом открутить, нам снова помогут монетки. Добавляем 2 монетки, вставляем ключ, вставляем монетки, и таким образом у нас все откручивается. Также можно и закрутить. Вставляем монетки и закручиваем. Раз, два. И затягиваем. Таким образом монетки и ключ помогут открутить гайку практически любого размера с помощью ключа, размера не соответствующего гайке. В принципе, логично. Если вам этот совет был полезен, ставим пальцы вверх. Браво! По-мужски! Просто охуенно! Следующий совет насчет дворников. Часто вы замечали, что дворники начинают скрипеть, когда в одну сторону дворник поднимается, он не скрипит, в обратную сторону идет скрип. Здесь на дворниках вот эта вот система, она плавающая в одну сторону, в другую. То есть, когда дворник идет вверх, она загинается в одну сторону. Когда дворник идет вниз, она загинается в другую сторону. Таким образом, в одну сторону, в другую. И когда дворник поднимается в одну сторону, он идет правильно, а в обратную он не выгинается обратно и идет обратно и скрипит. Это можно исправить элементарным способом. Берем дворник. В предвкушении, что же будет дальше? Снимаем дворник. И вот этот рычаг нам нужно немножко подогнуть в сторону, смотря в какую сторону дворник скрипит. Берем плоскогубцы, загибаем в одну сторону. Элементарным способом оно подгибается в одну сторону или в ту сторону, в которую вам нужно подогнуть. Ставим обратно дворник. Блять, ну бред какой-то, ёп. И теперь, что в одну сторону, что в другую, он будет правильно переворачиваться в свое рабочее положение и не будет больше скрипеть. Ставим лайк, если этот совет был вам полезен. Вы смотрите самые шокирующие гипотезы.
Еще один небольшой совет для буксировки автомобиля. Если у вас есть веревка, но нет крюков на концах, которые крепятся к серьге буксировки, и вам каким-то образом нужно буксировать автомобиль, если вы привяжете эту веревку обычным узлом, там 2 узла, и вам будет очень сложно развязать. В таком случае обычно бывает как? Просто отрезают и с этим куском веревки ездят, или саму веревку разрезают и выбрасывают. Сейчас я вам покажу узел, который самозатягивающийся, но когда вы расслабляете веревку, вы можете элементарным способом ее снять. Погнали! А так можно было? Ну нихуя как! Берем веревку, продеваем в серьгу, продели, делаем небольшую петельку, продеваем в петлю, таким образом у нас получается, и перекидываем и продеваем снова в петлю, и таким образом мы затягиваем. И можем тянуть автомобиль. Таким образом у нас очень надежный узел, который не развяжется. Дергаем, он никуда не денется. И элементарным способом он развязывается. А что, так можно было, что ли? Немножко усилий, и таким способом он у нас развязывается. Суть этого узла: делаем петлю, продеваем в одну сторону, перекидываем, продеваем в другую, и таким образом у нас затягивается всего одна сторона. Эта сторона свободна, она затягивается, и тянем автомобиль. И также легким движением у нас все развязывается. Если вам этот совет был полезен, пальцы вверх. Ладно, неплохо. Часто бывают такие случаи, когда вы ремонтируете свой автомобиль и у вас падает ключ в подкапотное пространство. Хорошо, когда он падает куда-нибудь на землю и вы его легко достанете. Но когда он падает на защиту, уже немножко сложнее его достать. И чтобы такого не происходило, вам мой маленький совет. Вот и вы в этом, друзья, товарищи зрители, а сейчас убедитесь. Смотрите, пожалуйста, на нашего сегодняшнего героя. Берем ключ, берем веревку, в данном случае у нас небольшая такая проволока, привязываем ключ, делаем несколько узлов, таким образом ключ у нас зафиксирован, делаем небольшую петельку на другом конце. Делаем петлю и одеваем на руку. Таким образом мы, например, откручиваем какую-нибудь деталь, и у нас каким-то случайным образом падает ключ, вы его легко достаете. Где-то в другом месте вы там что-то ремонтируете, где-то что-то откручиваете, у вас упал ключ. Что делать? Вы его просто достаете. Вот такой вот небольшой маленький совет вам. Если этот совет был полезен, пальцы вверх. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот, друзья, такие вот лайфхаки. 5 полезных советов для автовладельцев. Если вам видео понравилось, пальцы вверх, подписка на канал. До новых встреч! Братва, с добрым утром! Всего вам доброго! Шпана о вас думает, заботится и переживает. Удачи вам!